7 дней только на пельменях. Никаких овощей, никакой диеты, только мясо в тесте. Утром, днем и вечером. Я хочу выяснить две вещи. Какие пельмени реально сделаны из мяса, а какие из химии и сои. Давайте же посмотрим, что станет с моим телом и психикой к концу недели. Поэтому обязательно подпишись на канал и поставь лайк этому видео. Это поможет его продвижению. Что, перед началом эксперимента надо сделать замеры своего тела. 113,5, 98,5, 77, 97. Первый день был максимально продуктивный. С утра я прям классно потренировался, пришел домой и бахнул пачку бульменей. У меня только что закончился челлендж по отжиманиям, где я каждый день отжимался по 500 раз. Зашел, взял первую пачку пельменей и сейчас будем ее кушать. 400 грамм улетели на ура. Но честно, вкус обычный, а состав... Мука высший сорт, вода, питьевая говядина, масло, цыплят, мясо, цыплят, оливковая механическая балки, лук, репчик, свежий бульон, говяжий, масло сливочное, сливки, соль, белок животных, пшеничная клетчатка, разрыхлитель, пирофосфаты, лимонная кислота, сахар, пряности. Ну, я бы вообще такое есть никому не посоветовал. Чувствуется вот соя, которая в составе, но в целом из-за приправ, видать, эмульгаторов, вот этой большой смеси того, что там внутри, они, реально вкусные. Зато вечером я попробовал пельмени от фермерских продуктов. И вот тут я прям удивился. Говядина первого сорта, лук репчатый, соль, перец черный. До этого момента, если честно, я таких пельменей никогда в жизни не встречал. Это реально вкусно. То есть вот здесь я сейчас прям чувствую вкус мяса. То есть здесь реально мясо, никакие не соевые белки, ничего, прям классное мясо. И тесто, кстати, вкусное. Обалденные просто. И я настолько загорелся этим, что связался с производителем и попросил присылать мне целую коробку. Потому что, сами понимаете, неделю есть непонятно какие пельмени из-за непонятно какого состава. Я очень сильно люблю свой организм, чтобы подвергать его такому риску. Так, время 11 часов вечера. Я только что закончил монтировать видео предыдущее. Оно сегодня как раз выходит на канале. Если еще не видели, обязательно посмотрите. А мне нужно поужинать. Вообще, почему я решил делать челлендж именно с пельменями? Пельмени — это первое, что я вообще научился готовить в своей жизни. И поэтому я решил совместить приятное с полезным, протестировать все пельмени и попробовать при этом всем не разжиреть. И обязательно поставь лайк, если ты тоже любишь пельмени. А вот второй день меня удивил прям сильно. Я проснулся и, мягко говоря, охуел. Лицо отекшее, все тело какое-то заплывшее, энергии минимум. Всем доброе утро. Второй день, начинаем это дело все с тренировки и потом уже будем кушать. С большим трудом сделал подтягивания, отжимания на брусьях, покачал пресс и так несколько раз по кругу. Завтрак у меня, как обычно, в 2 часа дня. И тут пельмени от Амира, куриные. По составу вроде норм. Мясо, птицы, цыплят, бройлеров, соевый белок, вода, питьевая, лук, свежий репчатый, соль поваренная, перец черный молотый. Возможно наличие остатков следов сои, сельдерея, горчицы, кунжута, злаковых содержащих глютен продуктов, молоко, яйца, продукты их переработки. По вкусу тоже неплохо. Скажу так, они как бы вкусненькие, мяса я здесь не чувствую. Но вот насыщенного вкуса мяса здесь нет. Даже куриного мяса, как в составе типа курица, не скажу, что вот оно прям по вкусу курица такая. Но фарш на самом деле странный. Знаете, он как бы не мясо, а как пюре какое-то непонятное с мясным вкусом. Такое около мясное. И вот это меня реально смутило. Какая-то мясообразная паста внутри. Стоят они очень дешево. За такую пачку 400 грамм, цена всего 130 рублей. Ну что вы думаете? Я, ни хера не наелся, поэтому ставлю водичку. Сейчас еще чуть-чуть пельмешек от других. Походу, еще добавку делать было лишнее, потому что я чувствую, что я уже прям очень сильно обожрался. У меня прям уже все, живот вываливается, некуда впихивать. Поэтому оставшиеся пельмешки я убираю в контейнер. И потом я их на сливочном масле просто поджарю. Сейчас поедим, немножко позанимаемся делами и потом еще раз покушаем. 2 hours later. Бульон просто божественный. Зелень в пельменях с бульоном — это то, что делает вот эту вот изюминку. Вот я люблю пельмени. Все мы знаем, если каждый день есть одно и то же, рано или поздно оно надоест. Вот как вы думаете, на какой день я уже буду есть пельмени и делать это просто через силу? Так, у нас третий день, мы тут с собакой вышли немножко размяться, потренироваться. Третий день прошел более-менее спокойно. Организм как будто привык. Отеки ушли, воды я стал пить больше, да и в целом самочувствие нормальное. Но тут вылез побочный эффект. Я тупо не наедаюсь. То есть я мог бахнуть полкило пельменей, а через 2 часа я снова голодный. Че, прошло уже несколько часов, пора опять покушать. У меня было постоянное чувство, что мне хочется жрать. Поэтому в течение дня я периодически варил себе небольшие порции пельменей и их употреблял. На 4-й день я решил заморочиться и сам приготовить пельмени. Хотел понять, насколько
честен производитель фермерских продуктов и совпадает ли вкус с их составом. Я сделал собственный фарш из рубленой говядины, добавил туда лук, чеснок, соль, перец, ну все как у фермерских продуктов. В тесто мука, яйца и вода. Здесь у меня покупные, здесь мои домашние. Получилось, честно говоря, очень вкусно. Мой фарш, конечно, мне понравился больше за счет того, что он рубленый и структура у него более мясная. Но вот по тесту я проиграл. Тесто у меня получилось жесткое. Я не знаю, как они делают такое тесто. Оно тоненькое, оно нежное, оно мягенькое. У меня получилось толстое, жесткое, грубое. В итоге вывод какой? Состав у них реально соответствует действительности. И это реально одни из лучших пельменей, которые я когда-либо ел. Даже бульон у них после варки получается прям мясной. Можно сварить пельмени и дальше суп готовить. Пятый день был вообще неожиданный. Я проснулся, и отеков уже не было. Наоборот, выглядел я даже на самом деле подтянутым. Я в моменте представил, может реально можно похудеть на пельменях. Но, конечно, это иллюзия. В этот день я ел и фермерские продукты, и мираторговские пельмени, которые называются по-домашнему. По карте Озонбанка самые выгодные условия, поэтому если вы хотите поддержать мой канал на ютубе, то оформляйте карту Озонбанка по ссылке в описании, она бесплатная. Мираторговские пельмени реально вкусные. Говядина, свинина, вода, лук, соль, сахар, перец черный. Но так как в составе присутствует свинина, соответственно и жиров там больше, и калорийность в них гораздо больше. Полностью они заполнены фаршем, нету никакого сока здесь. Преимущественно это свинина, говядины здесь очень мало. Ну, в целом такие вкусненькие. Короче, приехали сниматься в клипе у Саши Рева. Шестой день для меня стал каким-то переломным. Я понял, что пельмени мне как-то тупо надоели. Вроде ем, вроде вкусно, но внутри какое-то небольшое отвращение. Плюс на меня накатила апатия, какое-то депрессивное состояние. Тело в норме, самочувствие в норме, но я тупо не смог заставить себя пойти на тренировку. Мне как бы просто не хотелось ничего делать. И тогда я понял, что психика моя начинает сдаваться. На седьмой день стало реально тяжело морально. Я сидел за столом и просто еле как впихивал в себя пельмени. С утра даже не мог доесть порцию и в итоге отдал остатки собаке. Весь день после этого вообще ничего не ел, потому что пельмени просто не лезли. И вечером я уже решил, да ну нафиг все эти правила, хочу просто кайфануть. Налил в сковородку кучу масла и пожарил пельмени по-жирному. Как говорится, на отрыв. И знаете что? Даже это не спасло. Я понял, что в ближайшие полгода, а может и год, я к пельменям вообще подходить не смогу. Потому что одно только слово пельмени и меня уже начинает тошнить. Давайте посмотрим, сколько я съел калорий за эту неделю и как изменилось мое тело. В одной пачке фермерских продуктов 1881 калория. Таких пачек я съел, получается, раз, 2, 3, 4, 5, 6. Таких пачек я съел 7. Дальше у нас идут бульмени со сливочным маслом. Здесь 400 грамм по 250 калорий. Это ровно 1000 калорий в одной пачке. Мираторг домашний. Здесь 290 калорий на 100 грамм. И в пачке 900 грамм. Я просто прикидываю, что это почти 3000 калорий. И последний у меня пельмени от Амира. 400 грамм. И здесь 206 калорий. Напишите в комментариях, как вы думаете, сколько я всего съел за неделю калорий. Мы ждем 1, 2, 3. И это 17600 калорий за неделю. Моя дневная калорийность для того, чтобы я оставался в том теле, в котором я сейчас нахожусь, это примерно 2300 калорий в день. Давайте посмотрим, сколько в день я съедал калорий, питаясь только на пельменях. Получается 2500 калорий в день. Получается, в день я переедал примерно по 250 калорий. Каждый день лишние 250 калорий, это на самом деле много, если растягивать, допустим, на год. За год, переедая по 250 калорий, можно, килограмм 10-100% набрать лишнего жира. Но давайте посмотрим, как изменилось мое тело. Я сегодня взвешивался, когда ходил утром в баню. Мой вес составил 69 килограмм, 900 грамм, ровно 70. До этого эксперимента я взвешивался, но, к сожалению, забыл снять, я весил 68 килограмм. Соответственно, за эту неделю я набрал лишних 2 килограмма. Так, что, пришло время сделать замеры. Смотрим, насколько я изменился. 113,5, 117,5 плечи, 98,5, 101 грудь, 77, 80 талия, 97 и 99 жопа. Короче, вывод простой. Пельмени — это кайф, но только иногда. Каждый день их есть просто невозможно. Это превращается в ад. Поэтому, если любите пельмени, выбирайте нормальный состав и ешьте максимум пару раз в неделю. Все, эксперимент закончен, и я пельмени в ближайшие полгода даже видеть не хочу. А самое интересное начнется уже совсем скоро. Через несколько дней я улетаю на Дальний Восток, и там вас ждет контент совсем другого уровня.